Привет, друзья, с вами Яна и целый дискорд мобильных пабгеров. Сегодня мы решили созвониться с игроками и узнать, как же прошли последние турниры для нашей команды. Да и в целом узнать, как дела у нашей пятерки. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы погнали. Мне одному тяжело от того, что я сам на себя смотрю. Нет, мне вообще тяжело. Ну да, мне тоже. Мне вообще в моник не хочется смотреть. Все, можем начинать? Мы можем Да, начинать можно или нет? Да. Сейчас вас уничтожу. Как начался этот год? Как вы провели Новый год? Где встречались и с кем? Я со своей девушкой встречал, с ее семьей. Потом поехал в Брянск к ее бабушке и дедушке. В общем, кайфовал, там на коньках научился кататься. ГКВП. Я, конечно же, один снимал. А вот и снимал. Скипаем дальше. А я на Новый год полетел в Санкт-Петербург к Матику. Мы праздновали в кафешке, с ним сидели. Мне все еще интересно, кого там или что Меку снимал на Новый год. Да не, никого я не снимал, я дома с родными все встречал. На все призовые Пензу все позвал к себе в А ты их назвал пензяне, когда всех звал? Пиндзячки назвал. Он вышел на центральную улицу, такой: эй, пиндзяне, собираемся. А когда вы уже начали тренироваться перед ПМГЦ? Дня 4 мы играли, наверное, только. И то играли с пингом, потому что сервак стоял какой-то, Франкфурт вроде. А с какими трудностями вам пришлось столкнуться в этот раз? Ну, во время перелета, как вы заселялись в отель, все эти бесконечные тесты, ограничения, которые потом появились. Я не видел Матика 2 недели. Угу. Это моя главная трудность была. Ну и что в 11 утра нужно было просыпаться, чтобы палку в нос вставляли. Когда вы уже узнали, что турнир перенесется в онлайн? Точная информация только за 2 дня до турнира, а так мы, наверное, за неделю, нет, узнали то, что, возможно, в онлайне будет турнир проходить. Но потом прошел первый игровой день, и была вероятность, что мы поедем все равно на арену. Да, в первый игровой день вообще были технические сложности. То есть у игроков был пинг, там, 300, потому что играли на онлайновом клиенте. Ну, видимо, они не ожидали, что все-таки будет в онлайне. Все было якобы подготовлено, просто была мискоммуникация с работниками отеля. Но на второй день они это не смогли пофиксить, поэтому вообще отменили игры. Как бы в этот день как раз мы уже думали, что на третий день будет арена. Что они все-таки повезут нас на арену, как-то это сделают, что игроки с отрицательными тестами будут в арене, с положительными в отеле. В итоге решили все онлайн. Получается, прошла полная дезинфекция на арене, и на следующий день у уборщицы выявили положительный тест, и поэтому мы туда не поехали. Вы сильно расстроились, когда узнали, что все-таки турнир пройдет в онлайне, точно так же, как и отборочные? Лично я расстроился, потому что я не ездил еще ни на один лан. Ну, ездил на лан, но проходили они в отеле. Это вот 2 раза в Дубай, когда летал. Плюс. Я не расстроился. Плюс. Окей, давайте тогда перейдем к вашему первому игровому дню. Первый игровой день, да, кстати, прошел плюс-минус нормально. У всех был большой пинг, лагало, вообще невозможно было играть. Вылетало постоянно, загрузка была на весь экран. Но мы как-то пытались все равно продолжать играть, потому что мы понимали то, что все находятся в равных условиях. И нужно было все равно показывать хоть какой-то результат, и мы закончили его довольно хорошо. Там сложно, на самом деле, не отметить геройские действия тренера. Ну, когда он вылез из ванны, чтобы симку принять. Да. У меня кончился трафик в первый же день, потому что мне какую-то симку подсунули непонятную. И потом все перешли на мобильный интернет, потому что он меньше лагал. И Серега из ванны голым ко мне пришел и симку передал, чтобы я вставил ее в свой телефон. Еще и сам оплатил ее при этом, потому что у него тоже трафика не было. Можно подметить голым. Чем вы занимались уже после игр? Мы просто собирались либо в Discord, либо в Google Meet. Просто болтали? Да нет. Танцевали друг для друга. Дискорд не работал, но мы там все равно собирались, просто общались. Просто заходили на пустой сервак. В смысле Discord не Да. работал? Работал. Нет, нет, сам Discord работал, но голосовые каналы не работают в Discord. Вы что, угораете? Мы сидели, типа, когда вот день был, когда были огромные паузы между играми, там все игроки сидели уже просто в
в Дискорде на одном сервере. Кричали. Что происходило у вас непосредственно во время второго игрового дня? Да, Мы просто весь день играли тестовые матчи. перед каждым официальным матчем у нас очень много тестовых матчей было. И во второй игровой день, который так и не состоялся, мы играли каждый час по тестовому матчу и ждали следующий. И ждали, пока запустится официальный матч, но его так и не было, и нам под вечер уже сообщили то, что официальных матчей сегодня в принципе не будет, и игровой день просто переносится. Сложно было играть вот к ряду 7-8 часов каждый день? Я понимаю, что у вас большой опыт турнирный, но тем не менее. Когда все наладили, 8 игр нужно было отыгрывать максимально быстро, чтобы уложиться во время. И у нас перерыв там был 10 минут. И, то есть не было времени там уйти покушать, заказать себе еды или еще что-то. Просто шли матчи, только после матча уже все кушали и так далее. Просто выматывало. В какой-то момент, если я не ошибаюсь, вам разрешили находиться всем вместе в одном номере. Ну, те, кто играет непосредственно, без менеджера, без тренера. Да. У кого вы находились? Олдбой сидел один, а мы сидели втроем, да? Я, Тигзи и Меку сидели у меня в комнате, Олдбой сидел в своей комнате, потому что у него с собой не оказалось наушников одних. И ему пришлось играть в других наушниках, в которых было сильное эхо. Там еще нам такую штуку выдавали, хаб, который интернет раздает. И вот изначально он должен был быть у Олдбоя в комнате. Не знаю, почему так сложилось, но просто должен был быть. Мы его перенесли в итоге в мою комнату и втроем играли там, а Олдбой играл в соседней комнате. Второй игровой день и первый рангель, в принципе, принес нам довольно-таки много поинтов. Мы даже переместились на первую строку. Но вот как-то после этого рангеля у нас как черная полоса для команды. Да мы просто хотели посмотреть, как оно в конце таблицы. Чё там во второй части, да, у пацанов происходит? Да, мы обычно туда не заглядывали, решили проверить зайти. Там просто не закрывали спину, расслабились как будто. И летели, поймали пацаны. Короче, какие-то неправильные просто действия были, ошибки странные, которых вообще не было никогда. И из-за этого проигрывались игры. Ну, кстати, на второй игровой день как-то китайские команды вступили в бой и начали максимально фармить поинты, выбиваться с низов вверх, вот те же бигетроны, а они с 16 места перепрыгнули сразу аж на 5-е. Мне кажется, это больше связано с тем, то, что когда команда очень хорошо играет, и у нее есть какие-то проблемы, от которых они зависят, но не могут их решить, вот, например, как с интернетом, то Нова при своем уровне игры не может его показать из-за проблем извне. Поэтому у них первый день, мне кажется, не задался. А потом, когда нам все пофиксили, нам дали хабы, и команды, которые очень хорошо играют, они начали набирать. Что и случилось, в принципе. Помню. Там мы после того, как на первую строчку зашли, мы 9 матчей подряд вроде слили. Это как раз таки в третий день был. Дали поиграть пацанам, монголам особенно. Но лично для меня открытием третьего игрового дня стали Зевсы, которые прям начали стремительно набирать. А для нас это тоже было удивлением. Было странно то, что Зевсы просто шли и убивали всех, неважно, в какой они позиции находятся. А вроде бы после третьего дня приходили проверять программы на телефоне, да? Или... Да. Ну вот, после третьего дня пришли проверять телефоны на другие программы. Ну, менеджер, короче, наш бэйбиситер нас предупредил, типа, об этом. Кстати, Серега, я уже наслышана о твоей крутой способности давать всем прозвища. Любимый, потом старый слэш-рухлядь, молодой малой школьник, мы его еще называем, это Меку. Старый — это Тигзи. Внезапно. Это потому, что я старше Меку, он на 20 дней, а он младше. Ну и что, я остался олдбосс, но это король. Мы его называем король. Хорошо, переходим к четвертому и финальному игровому дню. С форемами нас разделяли около 60 поинтов. Это, по сути, 2 хороших топ-1. Мы собрались в Voice, что обсуждали, что нужно просто фиксить те ошибки, которые допускались, не запускать в спину, контролить позиции, не стрелять в центр, когда это не нужно. Ну, кому-то шоты свои просто попадать. Вот. В целом ничего необычного. Был план просто от каждой игры набирать по максимуму, не зацикливаться на том, от кого мы на сколько очков отстаем. Больше думать о том, что нужно нам как можно больше очков набирать в каждой игре. 4 место среди 16 лучших команд мира. Как вы оцениваете этот результат? Как тренер, как вот человек, который наблюдал со стороны, если бы очень хорошо шли хорошие игры, но было очень много игр, где в 0 очков шли.
Если бы этих ошибок не было и была бы какая-то стабильность, набирали бы хотя бы какое-то количество очков в тех играх, где просто в ноль умирали, то можно было и топ-3, топ-2, топ-1 занимать спокойно вообще. Какая карта вам запомнилась больше всего? Может быть, какой-то момент, не знаю, эпичный файт? Вообще, самый лучший момент за турнир — это клатч олдбоя. Когда он из траншеи вышел, и Team Secret Вы вместе были? просто... Ну да, но меня потом нокнули, вот как он с СЛР лег. Персик. По матику играют, его успевает закинуть ног, но Олдбой имеет информацию по Кингзу, выходит сейчас 1-1, Олдбой давай! Чуть-чуть остается буквально, Олдбой 1-1 против Кингзу выходит, и Олдбой забирает последнего, я не могу в это поверить! Только больше всего запомнился клатч Олдбой, вот этот в поле, где он против двух Team Secret остался. Еще кого-то одного вроде. А, нет, ну да, против до Team Secret он остался и затащил. Соответственно, топ-2 снова в кармане у Натус Винсера. Тяжело будет занять топ-1. Есть шанс взять топ-1 Олдыча! Димон может прямо сейчас раскрыть! Забрать последнего! Серега, а тебе как со стороны тренера? Самая эмоциональная, наверное, игра была последняя, где последняя игра турнира, где Тигзи один остался. Там даже суть была не в том, как сыграли Нави, потому что просто, Тигзи дожил до топ-5, это позволило очки набрать важные. А то, как потом Канина Пауэр могла, в принципе, нас обогнать, если бы выиграла файт, но они просто файт в ноль слили, и мы расслабились. Сделали кучу тупых мувов, там Канина Пауэр. Вот все. Вот это было самое такое эмоциональное. Вам дали возможность после финала как-то встретиться, может быть, не знаю, посидеть, отпраздновать? Только в аэропорту. Ну, когда мы ехали в аэропорт в одном автобусе. И все. Ну, а по возвращению уже непосредственно в Россию как-то отпраздновали? Да, с фанатками, которые нас в аэропорту встречали. Ой-ой-ой. Много было? Ага, да, 2. Это наши фанатки с Серегой, если что. Купили им подарки, говорят, вам нет ничего. Все. А я, кстати, съел булочку с сыром, мажитель выпил, которую они принесли было. Да, я тоже булочку съел. Я не могу понять, вы сейчас рофлите или вас реально кто-то встречал? Мы реально встретили. Там еще такой прикол, что мы с Матиком стояли дольше, чемоданы получали. Да, из Тигзи. И Меку, он любит всякую писать в канал. А Меку уже давно ушел там с Саней, с менеджером нашим. И Меку что-то пишет Матику, мол, выходите быстрее, типа мы вас ждем, и тут фанатки еще вас ждут. Да, Матик говорит, да забей, он просто додик. Да, мы выходим, и там реально фанатки. А им Саня просто менеджер слил, когда мы прилетаем, и они там сами нашли нас. Подсуетились. Они сначала в Шереметьево приехали, потом поняли, что мы не там, поехали в Домодедово, и там еще 3 часа стояли и ждали. А постояли 5 минут. Да, мне в магаз впадло выйти, они 3 часа в аэропорту стоят ждут. Я не знаю, как существуют такие люди. Так а что они вам сказали? Там поздравляли, фоткались, я не знаю. Зачем они вообще приехали? Просто вас увидеть? Увидите. Фоткались, поздравить, подарки. А что за подарки? У меня был пакетик красный, блестящий, с мажителем, булочкой с сыром и торт-медовик. Они сказали, надеюсь, у тебя нет аллергии. Я сказал, надеюсь, у меня нет аллергии. Не знаю, мне было бы немного страшновато брать у незнакомых людей еду и ее есть, если честно. Так, булочка с сыром и мажитель были запакованы. На них еще было что-то написано, не помню, там, добра, что-то такое. Угу. А сколько девчонкам лет примерно? 17-19. 17-19. 8-9 дал бы. А что вы сделали в первую очередь по прилету домой? Мы все спали, потом нам сказали про этот турнир, я сразу забил первый выходной. И не играл первый день турнира. Забил первый себе выходной. Как это у вас происходит? Я думала, что вы как-то коллегиально, не знаю, принимаете решение, что сегодня не играет этот человек, сегодня не играет вот типа там Меку, Матик или как-то по-другому. Ну, обычно это так и происходит, то что мы как бы будем сейчас кубик бросать, кто будет выходной в этот или тот день. А до этого было так, то что если какому-то человеку нужен определенный выходной в определенный день, он просто как бы предупреждал и все. Мы просто делаем так, чтобы у каждого было по одному выходному в неделю, минимум. Почему именно на этом турнире вы решили затестить разные составы? Ну, потому что у нас 5 человек в составе. Будем так и продолжать играть в целом. Угу. Все СНГ-турики вы будете отыгрывать вот в таком формате? Да, но мы пока даже не решили, может мы так будем вообще все турики отыгрывать. В принципе, пока что нам нравится.
Может быть, только у меня сложилось такое впечатление, но как будто бы к этому турниру вы отнеслись как просто к пракам. Так и было, по факту. Потому что Серега включился в игру, стал капитаном, и ему нужно просто играть больше, чтобы снова набирать в этом плане форму, и все. И мы это больше играли как практика, нежели турнир, на какой-то результат. Ну, у нас как бы цели глобальнее, чем победа на СНГ-турнире. Нам важно подготовиться там в течение 2 месяцев к СНГ-лиге, потом к последующему, соответственно, глобалу. У нас цель стоит подготовиться к ним, хорошо выступить на них. А что будет происходить на турнире там СНГ, что у нас особо не парит. Как прошел в целом первый игровой день? И что случилось на Мирамаре? Это вопрос скорее к Тигзи, когда Тигзи вместе с Олдбоссом решил запушить Экселей. Олдбой говорит такой: я побежал на мувик, стрелять 7-24, убивать последнего типа. В итоге он побежал, умер, я тоже побежал, у меня там в эмке было патронов 10, я их всех выстрелил, в итоге меня чел перестрелял. Но мы знали то, что у нас МВП команды затащит, и так и получилось в итоге. Подожди, я же умер уже. Да. У меня вообще Он там что-то не было, перепутал. если что. Ладно, Вице-МВП. Матик затащил. Любимый МВП. Да. Да, любимый. Можно просто любим. Любим. Происходил такой момент, что Серега говорит, если что, у бойца 24 бежит, а я как бы стою сзади и понимаю, что все закончится В лоус-файте. в клоус-файте, где мне нужно остаться сзади просто и ждать. Я на фотоаппарат стоял, фоткал. За толчком. Ты в open бежишь, спрятаться не сможешь. Блять, я знал. Он не лоу, он не лоу. Я его дамажил. Красавцы, мужики. Как прошел второй игровой день уже без матика? Тяжело, потому что тяжело бэкаться. Я еще до этого в Cloud9 как бы не выполнял роль капитана. То есть я вообще не говорил никакие идеи, там, что нужно делать и так далее. И сейчас, когда я, по сути, отыгрывал первые игры с командой, мне нужно было войти в этот ритм, что-то там проговаривать, что мы будем делать, какие задумки, плейстайл вообще. Матик как бы мне в этом помогал первое время. Его сразу же на второй день нет. Вот, это было тяжелее. Но в целом нормально сыграли. Мне, повезло с командой, мне не нужно там проговаривать каждую ситуацию, я просто говорю там, играем медленно с левой стороны и с правой стороны. Вот эти позиции там отмечаю, и все знают, в принципе, как их играть. Некоторые даже знают, что можно лучше сделать. У вас был отрыв от ближайших Броред что-то около 40 поинтов, но впереди было еще 5 карт. В принципе, они могли вас обогнать. Как прошел первый рангель? Да, я, наверное, ныл весь рангель, то, что у меня телефон лагает. Вы должны наверняка помнить последний рангель. Такую небольшую месть продемонстрировали. На балконе находится один игрок. Это Мати, который нокает у нас Лисенка. Остается Харлей вместе с Гогой. Зажаты они сейчас в этой тюрьме вдвоем. Матик потихоньку пытается разрулить эту ситуацию. Нокает еще и Гогу. Остается один игрок. И должен сейчас Кицун сюда подходить. И должны допушивать Харлей, у которого ХП еще не остается. Кицунь уже работает у нас по Гоге. Отрабатывает с дальней дистанции. Ребята остались у нас 2 в 2. Но важно отметить, оба представителя находятся без брони. И выбивают сейчас релаксов. Не оставляем никаких шансов. На последнем рангеле что было? Есть ближайшие оппоненты, зачем им вообще давать шанс там сыграть хорошую игру, если можно просто упасть? Пали на них, ултали. Вы целенаправленно падали на релаксов или типа так просто случайно произошло? Да, что-то Серега вообще хотел на Сосновку лететь, мы решили, что ж не долетим туда и как бы... Да, полетели вот в Приморск, упали нечаянно к релаксам. Вы запушили Клейна, и Меку его благополучно добил руками. Ждет лишь выхода третьего игрока на грибке. Это неправильное решение сейчас для Клейна. Тайминги по теринге выходят сейчас буквально 2 в 1. Забирает Меку в итоге Клейна в ног. И наказывают. Кстати, вот здесь вне комментариев. Это нарушение регламента. Я должен отметить, что умышленное убийство по регламенту конкретно в турнире Major Pride какие-то есть определенные санкции. Я стал резко Макгрегором и размахивался в сторону руками, как бы там по матику даже вроде попало немного. Я как тиммейт Меку осуждаю его действия, вообще не поддерживаю. Больше такого не повторится на этом турнире, на другом повторится. Буквально вчера закончился Alltel Cyber Games, где вы тоже забрали первое место, с чем я вас и поздравляю.
Вы прям как локомотив идете по СНГ турикам и забираете все топы. Нам сказали в 4. Нам сказали, убейте зайдите, всех. выиграйте, да. Мы зашли, выиграли, и всё. А кто-то из аматоров вас удивил? Из аматоров 12-18 удивили. Почти догнали нас под конец. А это аматоры 12-18? Неплохо, неплохо. Это жестко было. Канина Power, как всегда, топ-2. Снизу теперь. Да, мы верхняя булочка, они нижняя. Вице-чемпионы Зажали, СНГ. зажали в СНГ в бутер. Да. Окей, булочки, хорошо, давайте перейдем к вашему первому игровому дню. Вы играли уже без Олдича. Но, кстати, первый ранкель... Первую катку даже без меня еще играли. Да, да, вы играли в трио. Что произошло? Но мы знали то, что мы выиграем этот турнир. Решили представить такую ситуацию, то, что одного в начале убивают. Вот, Серега не зашел, а мы втроем пытались сделать все красиво. Ну, очень благородно с вашей стороны. Пацаны знали, что выиграют турнир, но не знали, что я сплю. Ну, серьезно, что произошло? Реально, я спал. Ты проспал просто? Да, ну, я не знаю, у меня как-то в квартире... Я ждал просто игры долго, я еще проснулся почему-то рано в этот день. Что дрелили, кстати. И... сидел, ждал турнира, он начинался, по-моему, в 5 вечера. Вот, и просто в комнате было как-то душновато, я так лег, включил какое-то видео и уснул. ГГ. Серега, а о чем ты подумал, вот когда только проснулся и понял, что ты проспал первый рангель? Ну, это, в принципе, одно слово. Как прошли остальные карты? Под конец камбэкнули только. Первые 2 игры мы там слили топ-15, топ-16 или что-то типа такого. Нет, первая игра топ-5, я сдох, соло А, остался. точно, да. Вторая Там 2 игра килла мы мы- залили. Да, третья топ-1, а 4 мы там позиционно плохо отыграли и заняли топ-3 вроде. Давайте тогда обсудим второй игровой день. Вопрос скорее к Сереге. Первой вашей Какой катке, когда ты в соло остался на уже последних этапах игры и затащил топ-2. Фуллстак 12-18 сейчас бежит на последнего игрока Адера из Натус Винсера. И Тулика не смог его перестрелять. Появляется небольшая интрига. Сможете его добить? Да, он делает еще один ПТС и уходит в лобби. Но мы констатируем, что выжил максимум из эпизода. Да, это была хорошая игра наша вообще. Там просто прикол был в том, что в момент после файта с НЕ, когда мы их там вообще просто закрыли гранаты, мы разделились, потому что у нас с тачками была проблема, зона выдавливала, а нас еще фокусили. Чуваки заехали втроем на гору, а я вообще в тюки вкрашился, чтобы их как-то покаверить. Они немного допустили ошибку, не стали... они заехали на гору и не стали смотреть в другую сторону горы. Вот, вообще, по идее, надо занять ХГ, осмотреться вокруг, чтобы понять, где вообще опасность. Они этого не сделали, у них, кажется, за горой был сквад, который вышел и просто их спину всех убил. Я остался один, нажил. Просто ждал, там, 2 фрага зафармил, сдох, все. Тогда переходим к третьему игровому дню. Да? Мне кажется, он был самый продуктивный, ну и самый зрелищный, как для комьюнити. Опять мой топ-2 был, пацаны, если что. Я не хотел напоминать, на самом деле, да, но скажу, да, это топ-2 даже. Я почти топ-1 взял. Да, скилла не хватило просто. Давайте тогда обсудим второй Мирамар. Там, где вы забрали топ-1 и набрали 21 килл. Спину уже заходит Бликснейк и Баффало Билл и простреливают Меку. Ну вот Олдбой там тоже на подходе, так что могут подцепить его. И как раз Кицуня по блинкю работает прекрасно. Сейчас распределили статус Винсера и могут за счет хорошего угла выключить ребят из Revolution. Пока в позиции Revolution'ов не супер классно. Я бы не сказал, что они в каком-то преимуществе находятся относительно коллектива. Статус Винсера хорошо играет здесь Кицуня, Сэмки, по-моему. Отстрел только что соперника. Тигзи из Мека выходит в упор, но с калаша. Хорошо, Бликстейк действует. Но у нас поначалу все плохо было. Мы были за синькой, у нас были взорванные тачки. Мы потом, в итоге заехали в зону и вообще просто шли, файтили все, что просто видели. И так наколотили 20 килл. Мы сначала заехали на край синьки, у нас и на Браугаре, и на левой было по складу. Мы нокнули Нью-Эру, они, видимо, нас испугались и решили убежать. Потом мы пошли по их горе, убили Пейнов и дальше файт с всеми остальными командами. В этой игре мне понравилось, что мы быстро решения принимали. Вообще не было никакого тупника. То есть каждое решение было правильное и быстро принято. По позициям, по файтам.
Вообще 0 ошибок. Не записали TeamSpeak, но поработаем. Да, чем больше лайков, тем больше вероятность того, что мы будем записывать тимспеки на канал. 18 тысяч лайков нужно. Именно 18 тысяч. Не Да, больше, не меньше. В моем инстаграме, если что. Был ли какой-то у вас план перед последней картой? Или просто играли в свою игру? Мы хотели Ой. убить 12-17, но убили каких-то паксов. Ну, тоже аматер уровень. Ну там еще ниже вообще. И там конкретный раздел Amateur на сайте Хапу. Мы решили сыграть не слева, как мы обычно играем при таких зонах, а такие, ну давайте, это ж праки, там не наш уровень, давайте справа сыграем. Поехали справа, а там 5 команд. Нас начало одновременно и мы сдохли просто. Ну, и мы решили то, что КП играют, наверное, плохо поэтому. Но это не точно. А за кем вы наблюдаете из пабгеров, из СНГ? Ну, может быть, стримы какие-то. О чем речь, Яна? Мне впадло даже говорить, что я по мобайл играю, когда я на улице нахожусь. Плюс. Кстати, я тоже никому об этом не говорю. Я просто говорю то, что я в Нави. Да. Но не говорю игру. Ну, тогда в конце вы можете сказать пару слов нашим фанатам и болельщикам. Я такую фразу, короче, хотел где-то использовать, не знаю, подготовил ее, что вот многие люди говорили, что там упрекали Нави на ПМГЦ, что они там как-то играют не так, но люди даже не понимали, что челы играли без капитана, да, то есть, ну, и Матик, который там очень давно не капитанил полноценно, ему пришлось просто взять фулл капитанство против лучших команд мира, и они сыграли на топ-4, при этом выдавая яркие игры. Ну, то есть это как минимум большого стоит. И люди также не понимают, что сейчас, когда команда собралась такой, какой она должна быть, в принципе, то, ну, команду ждет большое будущее. Это, в принципе, уже видно. У нас очень сильно вот за эти 2 турнира поднялась синергия. Вообще мы, в принципе, стали хорошо чувствовать игру, быстро принимать решения. И просто заметно, что каждый игрок понимает игру, каждый игрок понимает, как нужно муваться, какие зоны как отыгрывать. Каждый игрок жестко стреляет индивидуально. Вот, поэтому, короче, это только начало. Ну и начнем, пожалуй, с ПМГЦ, который мы выиграем в ближайшем. Вот так вот. Подписывайтесь на мой инстаграм, хочу добиться 10 тысяч подписчиков. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. На 18 тысяч подписчиков выйдет сам. Ну, вы поняли. Тогда спасибо вам большое за то, что мне дали интервью, все рассказали, ответили. Вам удачи на праках. Ну и до скорой встречи. Пока. Большое. Пока-пока. Всем пока. Все, давай, пока-пока.